Привет, с вами Леонид и Соня. Соня, привет. Hola a todos. И вы на канале Школа Аргентины испанского языка Китали Аргентина. И сегодня у нас разбор песен. Мы выбираем песни по тренду. И сегодня у нас в тренде, не у нас, а у вас в тренде, Люкра и «Qué personajes». Именно так. Значит, Лукру мы с ним уже знакомы. Он один из соавторов песни «Ола Пердида». И вообще у него на самом деле песни выходят потоком. Я так смотрю, раз в 2 недели Да, стабильно. регулярно Вообще не только у него, вот что не артиста возьмешь, там Ника Николь, Эмилия, каждые 2 недели у них новый клип. Но вообще связано это с тем, что они достаточно новые здесь в индустрии, поэтому им, так сказать, они обязаны что-то постоянно выпускать, чтобы люди их употребляли, так сказать. Ну, я просто никогда не видел, что каждые 2 недели клип строчили. Да, это действительно поражает. Но многие залетают действительно. Да, ну почти у всех, что они выпускают, все, от миллиона да. там просмотров всегда. Но вот сегодня у нас что-то типа конец ноября, этот клип вышел там 2-3 дня назад, у него уже 2 миллиона просмотров. Ну и вообще, да. давай начнем с того, что у Люкры 1,67 миллионов подписчиков. То есть там почти его посмотрели, каждый его подписчик Ну по да. 2 раза. Почти. Значит, а кто такой «Qué personajes»? «Qué personajes», на самом деле это певец, который раньше выступал как бы в своей группы, он делал разные коверы разных песен именно национальных, как бы аргентинских, очень популярных, но он известен также тем, что, у него достаточно специфическая манера петь, можно так сказать, свой стиль есть. Ну и они, насколько я знаю, много выступали на дискотеках, потому что они пели попсу, и я не могу сказать, что он супер популярный, но определенная часть населения его слушает регулярно. Так, давай начнем с простого. Он аргентинец? Он аргентинец, да. И он, я смотрю, я посмотрел это видео, честно вам скажу, он староват. Да, он такой, я не знаю, как объяснить его стиль, но да, Нет, татуированный. здесь не стиль, здесь возраст, ему за 40, да, по-моему? Да, но здесь этот возраст, так сказать, не считается, мы не говорим, что он старый. Да, здесь он в самом соку, да? Он молодится, можно так сказать. Ага. А у него есть какой-то вот суперхит свой, который все аргентинцы знают? Есть, сейчас, дайте я вспомню. Надо найти его потом. Но он есть. Он есть. Если, да. например, сказать песню любому аргентинцу, название, или там напеть мотивчик, они скажут, это «Qué personajes». Да, это точно. А как это переводится? Давай так, «Qué personajes», что это значит? «Que» вообще имеет буквального значения, это, чтобы сказать «que», просто на «что». Что? Вопросительное местоимение. Только или написано по-другому. «что», «как», да. Ага. Просто как произношение. «Que». Но здесь очень часто такое используют, как чтобы издеваться над кем-то или как смеяться просто, как «que». Но, естественно, здесь это означает «какие персонажes», какие персонажи или какой персонаж буквально. Но это в данном случае все-таки персонахес во множественном числе, Да. если вот как глазами иностранца, да? Да, потому что они раньше выступали в группе. Всегда. Он То есть был у него есть солистом. свои музыканты, да. То есть, возможно, даже музыканты как раз от этого «Qué personajes» будут играть там на фоне, теоретически. Да. Но здесь мы эту фразу используем, когда, я не знаю, если в русском тоже есть такое выражение, когда мы видим каких-то очень ярких персонажей, просто мы так говорим, «es un personaje», например. Да, какой персонаж. Да. Да, обычно мы так говорим, когда идет какой-нибудь бомж, типа нарядный, Тоже? или какой-нибудь нарядный модник, такой Вполне. хипстер, какой персонаж. Окей, поехали. Значит, у нас песня называется «Вуэла». «Вуэла» — это полет, да? «Vuela», да, но это указательная форма, это «лети». «Лети». На «ту». Здесь Sí, же нет этой tú тильдочки vuela. такой. Да, и здесь деталь, нужно вспомнить о том, что поскольку мы в Аргентине, здесь есть определенная указательная форма. Для «вос» аргентинского Да. мы всегда будем ставить акцент в конце. «Воля». Или, допустим, «Воля». если у нас другой глагол, как «comer», мы скажем «come» для «ту» или «come». Ну да, но для они-то поют, аргентинцев. получается, для Аргентины. Нет, просто смотри, давайте так, я сейчас на B1, и мы как раз вот буквально недавно проходили эту историю. И, следовательно, если «вуэля», «вуэла», то это на «ту». А если бы это было на «вос», на форму Аргентины, было бы тильда в конце на «а» Да. нарисована. Здесь она не нарисована. Да, и сохраняется корень оригинальный, «воля». «Воля». То есть, следовательно, для меня это как форма на «ту» Да. сейчас. Так и есть. Либо просто у них не было клавиатуры, чтобы сделать Нет, тильду. очень часто используют глаголы
которые спрягаются на ту в песнях, потому что все равно их слушают, да, по всей Латинской Америке. А, кстати, знаешь, такой вопрос. Например, в той же Испании. Ну, у них нет формы ВОЗ, у них там свой ВОСотрос. Они, например, понимают вот эту всю историю с ВОЗ? Да, вполне. То есть для некоторых это не так обычно, но, естественно, они знают. Особенно если у них есть друзья-аргентинцы, если они когда-то слушали аргентинцев, вообще в курсе, то да, вполне. А в обратную, ВОСотрос аргентинцы знают? Конечно. Тоже знают? Это у нас обязательно в школе. То есть в Испании есть «ту», они используют, чтобы сказать «ты» или «usted», так же, как здесь. ВОСотрос — это «вы». Здесь, в Аргентине, мы всегда это изучаем, потому что, естественно, у нас большая часть литературы — это классический испанский, и все равно в текстах это появляется у нас, это обязательно здесь. Ну, если залетит залетный испанец, вы его поймете. Тоже вполне. Ну что, погнали слушать, куда летят наши ребята. Куда летят. Подождем, мистер Персонахи вышел, но Кумбия мы началась. пока начнем с простого. Значит, pensar que more por conocerte. Pensar, представляю, что? Как бы подумать о чем-то, о том, что... Ну да, pensar. Думаю умру. Мария, это форма... Мария. Вот это тоже B1, по-моему. Только, мне кажется, на прошлом занятии это проходили. Ну, он был у вас. Точно вы его повторяли. Нет, это имеется в виду, что он думает, что могло бы быть в будущем. Нет? Нет. Или это все-таки настоящее? Это настоящее. Все-таки да. Ну, Мария — это умирать, это я понимаю. Да, но это о прошедшем. Умер. Думать о том, что я умирал. Умирал. Потому что это имперфекто. Это... Из-за того, что коносерте познакомился с тобой? Умирал, так сказать, от желания познакомиться с тобой на самом деле. Так здесь же нет слова «желание». Нет, но в испанском нам это не обязательно использовать. Это «yo muero por», мы используем этот предлог, и потом сразу другой глагол, как «познакомиться с тобой» или там «увидеть какую-то знаменитость», например. Нам не нужно использовать другие слова для этого. Просто «por» и глагол. Так, еще раз, значит, вот всю фразу целиком. En ruso, por favor. En ruso. Что ж, и подумать даже о том, что я умирал от желания познакомиться с тобой. Блин, как-то плохо звучит, честно. Плохо звучит? Ну, как подумать, что я умирала, познакомиться. От желания познакомиться с тобой. Я умирал, То есть, понимаешь, он думает сейчас о том, что когда-то должен был умереть от того, что когда-то должен был познакомиться? Нет, morir por в этом случае это значит иметь такое большое желание познакомиться с кем-то или там что-то сделать, что в этом случае прям мы горим этим желанием, понимаешь? Я понимаю, но он думает сейчас о том, что когда-то он горел, но сейчас не горит. Нет, потому что потом они познакомились, и здесь что-то случилось. Но это форма, что он тогда, а потом все, стоп. Или все еще продолжается вот эта Мария? Нет, тогда мы говорим о прошедшем уже. Да, это было продолжительно, он описывает тот момент. Да, но все, это уже закончилось. Окей, ладно. Слушай, это тяжелая фраза, на самом деле. Тут такой микс непонятного для русского человека. Да, я не знаю, если в русском вы бы сказали, там, я умираю, можно сказать, умираю от жажды, но здесь посложнее немного. Да, и ой, quisiera no haberte conocido. Тоже фразочка так себе. Но мы знаем, что и ой это и сейчас. Да, это круто. Кисера. Вообще я постоянно говорю кисе. Да. А кисера это уже не про меня, да? Нет, это про меня. Но в этом случае вот это окончание кисера означает бы для нас. То есть я бы... Вот это я, по-моему, еще не прошел, кстати. У меня такое впечатление. И сейчас я бы не... Абер это ай. Да, это так и есть. Абер. Но это не ай, это аверте, это в прошедшем. Исходный глагол ай. Абер. Абер, который обычно используется в настоящем как ай. Имеется лед, ай ело, имеется лед. То есть и сейчас я, это опять же, хотел бы не иметь знакомства с тобой, да? Именно так. Ура! Мне диплом, пожалуйста. Диплом, пожалуйста. И me duele caminar tan solo. И у меня
болит так долго гулять одному? Caminar. Мне даже в этом случае tan solo это выражение означает это как даже. И мне даже больно гулять или ходить. Куда? Подожди, давайте нет, еще разберем. Тан обычно это усиление какого-то вещи. То есть тан сейчас усиливает слово соло. Да. Но tan solo это как устойчивое выражение. А, вот. Записываем. Да. Тан соло. Это Tan как solo. хан соло, только тан соло. Sí, Так, и оно значит? Только. Tan solo. Только от чего-то. Например, Только. там, у меня рука болит только если там, я ее подниму, например. Tan solo si la levanto. Ага. Все. Как только лишь от чего-то. И donde ibas conmigo. И куда мы шли, мы могли бы, наверное, да? Опять это время Нет, несчастное. это прошедшее. Ibas. И куда мы ходили с тобой, со мной, conmigo. Sí. И ibas это форма кого? Да. Vos. И куда ты ходила со мной, вот. Да. И куда ты ходила со мной. Здесь идея в том, что как мне больно возвращаться в те места, где мы были вместе. Значит, суть в том, что они расстались, Sí. скорее всего. Скорее Вот, всего. и он стал встречаться с Кеперсонахис. Поехали. Здесь уже, по-моему, здесь уже мы не слушали. Да, ibas conmigo. Так, пока не слушаем припев. И ой, возвращаемся к этой фразе. Да. И сейчас. Hago mis planes favoritos. Я делаю свои планы любимые, свои любимые планы. Да, так и есть. Тоже звучит так себе по-русски. Мы имею в всегда виду. меняем, мы когда читаем такие вещи, сразу автоматически, если мы делаем перевод, то любимые планы, все. Ну да, ну что любимый план. Наверное, имеется в виду, я делаю то, что хотел сделать. Да, любимые занятия какие-то. То есть, или там то, что я бы подумал, что он типа сейчас делает то, что откладывал из-за того, что не мог сделать с ней. Ну, Я бы подумал об этом так. да, но... Типа, например, она запрещала ходить ему играть в падл-теннис и пить с Но Кеперсонахис. подожди, он же потом говорит, что без моего любимого человека, значит, они все-таки вместе это делали. Окей, sin mi persona favorita, да. Sí. Без мой человек любимый. Ну, да. Sí. Anche se puedo, se que te necesito, хотя, anche это хотя, se это с тильдочкой, это знаю, хотя знаю, что ты мне нужна. Да, так и есть. Окей. Por eso te lo pido a gritos. Поэтому я тебе заказываю или прощаю. Прошу. Просить, заказывать. Гритос это, я знаю, есть глагол гритар. Гритар, да. Это кричать. Да. Гритос это от этого? Грито – это существительное, это крики. Крики. Поэтому я тебя прошу кричать. Об этом... Крича? Крича, именно так. Агритос. Давай разберем, значит. Por eso, это все понятно. Поэтому te lo pido, я тебя это прошу. А что это? Ло относится к чему сейчас? Ло в этом случае мы не знаем еще пока что, но мне кажется, вот следующий версо у нас будет об этом. Здесь он еще говорил нам, что он там скучает о них, и я знала, что ты мне нужна, но мы еще не знаем, что он хочет у нее попросить, то есть мы еще не читали ничего. Но ло это как... Вернись ко мне, например. То есть ло это какая-то его просьба в данном контексте. Конечно, да, он будет что-то просить. Он ее... Агритос это как бы с криком. Да. Просто же, обычно, когда мы изучаем язык, типа мы знаем, что вот эти ло, лес, ла, ле, там, да, они появляются после того, как появляется исходное слово. В основном, да, но не в этом случае, не в песнях. В песнях можно использовать и так. То есть, на самом деле, в песнях, естественно, у нас есть более такой субъективный взгляд всегда на текст и на детали, которые используются. Поэтому здесь это позволено. Окей, значит, а сейчас мы должны как раз узнать, о чем он просит. Sí. И здесь у нас сразу написано «Mejor vuela» и что-то дальше. Отлично, давай узнавать, что они хотели. Mejor vuela, лучше улетай? Да, именно так. Лучше лети, улетай.
У нас есть, кстати, у группы «Ленинград», знаешь такое? Да, знаю, конечно. Есть вот похожая песня, но в русском стиле, она так и называется «Ехай нахуй». Знаю, слышали. Вот это, наверное, версия, очень нежная аргентинская версия. Да, очень нежно. Ну, мне кажется, это как действительно в аргентинском стиле. Но это подразумевает это? Да. То есть, типа, вали. Да, вали, а то мне будет плохо. Просто интересно, почему он хочет, чтобы она именно улетала, а почему не уходи? Ну, там, мехора камина, мехор пасе, там, какая-нибудь. Ну, как на самом деле, да, он не говорит так, как группа «Ленинград», например. Да. Это очень мягко, как, ну, лети к своим делам, занимайся, ну, улетай куда-то, занимайся другими вещами, забудь меня, в таком плане. Кстати, здесь очень часто используют «воля», когда человек хочет, чтобы он быстро ушел. Например, «воля как улетай отсюда», как у нас есть улепетывай. Да. Вот. Окей. Анке me parta al medio solo vuela. Анке это хотя. Me parta. Parta это партир делить, да? Sí. Здесь, кстати, мы будем видеть очень много форму subjuntivo. Я не знаю, если вы проходили еще, но у вас проходили. Я вообще не очень, вот честно, в плане обучения я не люблю вот эти названия субкультива, и там тупуртива, пиратива. Я просто запоминаю там время такое, там слово такое-то там. И, например, там какое-нибудь время в прошедшем я такой, так, это время сыба. Все таки, да, все, время сыба. Или там, это время, когда я тени. Отлично, это время, когда я тени. Это очень важно делать, на самом деле, такие референсы у нас в голове. Но, естественно, единственное, что нам нужно помнить об этом, что это как нереальные ситуации или субъективные, что бы могло произойти. Да. И что бы могло произойти? Да. Ну, давай так. Анке, хотя меня, мы парта, да. Значит, партир делить, меня делят альмедио, меня делят наполовину как бы. Парта, ты меня делишь наполовину, нет. Оно, сам себе, она. На самом деле. Парта, я, это он говорит о себе, aunque me parta al medio. Потому что это как раз и есть субкультив вот этот несчастный, правильно? Партир, но так как он заканчивается на ир, субкультиву это превращается в а. На самом деле это не связано с этим, Нет? Это связано с устойчивым выражением. Здесь вот это partirse al medio, надо знать, о чем идет речь. Здесь, кстати, как раз таки песни «Que personajes», «Lucra» очень много сленга используют вовсю. И очень сложно переводить что-то, потому что буквально это такие устоявшиеся выражения, которые даже испанцы могут не понять. В этом случае, если они не знают контекст, они приблизительно могут знать, о чем идет речь, но не совсем. Partirse al medio, буквально как делить себя напополам, это когда у нас какие-то плохие чувства, мы очень много думаем о каких-то проблемах, и я говорю, как меня это рвет на части, разрывает на части. Окей, solo vuela, только улетай. Окей. Que necesito que ya no me duelas. Что мне нужно, это что ты уже меня, типа, не причиняешь мне боль? Sí. Все, то есть, условно, все, что мне нужно, это чтобы ты не причиняла мне боль там, уже сейчас вообще. Да. Sí? Вот здесь интересно, ni le dueles a este pobre corazón. Что такое ни? Ни в этом случае мы используем так же, как в русском. Я знаю, что как бывает иногда ни какой-то используется ни ака, ни аща. Да, когда мы делаем именно это сравнение, но также в этом случае это означает даже тоже. И также или даже, чтобы ты... Что? Окей, даже le dueles, le. Dueles, le это относится, наверное, к сердцу в конце, да? Sí, так и есть. Значит, повторяет, усиление сердца. Чтобы оно не болело, это бедное сердце. Чтобы ты не болела. Duelas, vos. Да, чтобы ты не болела этому бедному сердцу. Sí. То есть, чтобы ты не причиняла боль этому моему бедному сердцу, условно так. И, да, так и есть. Sí? Sí. Перфекто. Разобрались. А ты знаешь, las manitos arriba? У нас же есть группа «Руки вверх», «Manos arriba». У нас, кстати, тоже есть. Такая группа? Подожди. Что-то похожее. Нет, есть группа, которая постоянно говорит эту фразу. Las manos arriba. Ну, здесь он «Manitos arriba». Это ручки вверх. Да.
который идет. Знаешь, что мне забавно, что они решили не заморачиваться, не давать каждому свою текстовую фразу, они просто повторяют ее, и один поет, потом другой поет. Это постоянный эффект наших, по всей, особенно в кумбе, это вечно. Не, в Вола Пердида я помню, что каждый пел свою часть. Один читал там рэп, другой читал слезливую часть, да, здесь как бы просто здесь одно и то же читают. Да, видимо, они старались над этим. Когда ты делаешь клип каждые 2 недели, извините, у тебя нет времени так прорабатывать. Не хватает. Здесь главное, чтобы люди на пляже ее пели, и все. Да, это на самом деле наш объектив этой песни. Как сказать объектив? Это наш, сейчас скажу, объект. Не объект, а на самом деле объектив это, чего нужно достичь. Как наша цель, да, объектив. Окей, он поет. Эй. Эй, это эй. Como siempre una vez más. Как обычно, еще раз. Это такой мини-припев в музыкальном этом. Lucra y que personajes, las manitas arriba. Все четко. Кстати, arriba часто я слышу, что некоторые люди, не русские, а именно аргентинцы или там латиносы, они говорят arriba. Не arriba, а arriba. И я иногда там в лифте, например, спрашиваю, они такие arriba. И я первое время, не понимал, как правильно. Я очень долго думал, спрашивал у всех, и все такие, arriba вроде arriba. Но все равно люди продолжают говорить arriba. Дело в том, что это именно как искажается у нас речь таким образом. Здесь поэтому мы не разбираем эти два звука. Это связано с тем, что мы говорим очень быстро. И очень часто, особенно здесь у аргентинцев, в комбинации с «р» получается, что она звучит мягче, и это звучит уже как «в», а не как «б». Как muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. 20 pesos. Или 20 pesos. Да. То же самое. А вот теперь песенка. Sentía que lo nuestro era tan sano. Sentía это сентир, я чувствовал, что наше, ло это что ло? Ло в этом случае у нас нет буквально здесь референса. Опять нету, к чему относится. Но если мы говорим lo nuestro в испанском, это значит наши отношения. Мы должны это запомнить всегда. Lo nuestro это наши отношения. А это именно отношения любовного характера или это могут быть отношения друзей? В основном любовного характера, когда человек говорит прям lo nuestro, наше. Lo nuestro, и потом рассказывает что-то о их отношениях. В основном используется в любовном плане, но, естественно, можно встретить в другом контексте что-то специфическое, но мы уже должны знать референс, не знаю, наш проект в таком плане. Значит, запоминаем, ребята, опять пишем. Lo nuestro – это отношения романтические, скажем так. Era tan sano. Era – это прошедшее время, причем такое, типа, далеко размазанное. Неизвестно, мы тут описываем все прошедшее. Я имею в виду, что это объясняем для наших зрителей, что это такое прошедшее время, когда ты не знаешь точно, когда это было. Оно было там в 2020-2021, но ты не знаешь точные там даты и время. Нет, это не перфекто, это имперфекто. Все-таки знаешь? Мы знаем, когда это произошло, единственное, это продолжительное. Мы описываем то, что тогда происходило. Я и говорю, в период оно длилось. Да, это было не один факт отношений, он длился, какой-то период времени. Да. Это была идея. Но мы знаем, когда это произошло. В основном, но это мы очень часто можем... Дело в том, что это захватывает большой период времени, вот в чем дело. Да, но нет конкретной фечи. Да, это было давно, мы знаем. Самое главное, что мы не так часто используем его как для каких-то недавних событий, для этого мы используем простое прошедшее, это для, допустим, нашего детства, юношества или то, что когда-то произошло. Это для тех, кто читал, кто писал детство, отрочество, юность, Лермонтов, по-моему. Вот, таких ребят. Значит, tan sano. Вот честно, не знаю, что такое sano. Sano, что-то здоровое. Здоровое. Слишком здоровым. Таким. То есть я чувствую, возвращаемся к полной фразе, я чувствовал, что наши отношения были слишком здоровыми. Да, такими здоровыми, слишком здоровыми. Окей. Очень. Здесь нет слишком, тут нет слова demasiado, такими просто. Такими здоровыми. Es frío el invierno sin tu mano. Зимой холодно без твоей руки. El frío. Es frío. В этом случае сначала идет описание зимы. Es frío. Так, это холодно зимой. Зимой. Без твоей руки. Sí, я так сказал. Так и есть. Same. Здесь просто перевернуто в этом случае как холодно зимой или
холодная зима без твоей руки. Да, ну примерно так. Такое тоже может быть. Кстати, в испанском это очень часто можно сделать, чтобы поменять то, что мы называем эмфасис, как фокус на чем-то поставить. Вполне можно это делать. Окей. Quería pasar la vida a tu lado. Хотел пройти la vida, жизнь на твоей стороне? La vida a tu lado рядом с тобой означает. Ага, a tu lado. Как бы я хотел провести жизнь с тобой. С тобой, рядом с тобой, да. Pero ya no puedo más, но уже не могу больше, не могу больше. Да, я больше не могу. Окей. Дальше поет этот второй чувак, то же самое. Повторяет. Потом у нас идет припев. Походу это все, нет? Давай еще раз продолжим слушать, посмотрим, будет ли что-то новое. Мне кажется, да. Может, в конце. Кстати, я понял только что, когда мы обсуждали, что он говорит «lo pido a gritos». Вот это «lo» относится к «mejor vuela». Sí, именно так. Он говорит, типа, только единственное, это имеется в виду, эта фраза «lo», «mejor vuela». Да. Правильно. Это уходи, пожалуйста. Да, то есть вот к чему она относилась. Лети. Да. Ну, мы все поняли, короче. Да. В общем, на самом деле это больше Что происходит? тема клеток. Вот, в общем, нового ничего не будет, да. Знаешь, ну, могу сказать по этим ребятам, вот этот мистер Кепер Салахис, у него не очень приятное лицо для меня. Мне, вот когда я на него смотрю, мне напоминает какого-то крокодила, если честно. Есть такое. Я не хотел его обидеть, но выглядит, ну, как-то он меня напрягает, короче, когда я на него смотрю. Да, на самом деле у аргентинцев тот же эффект есть. То есть Люкра выглядит нормально. Вот он какой-то сам по себе, ну, типа, странноватый. Во-первых, Люкра, он молодой. Во-вторых, мне кажется, у персонажей, ну, есть определенный здесь как бы имидж, который используют люди, когда они поют определенный стиль музыки, и тоже если они из какого-то, допустим, неблагополучного района, потом люди хотят, чтобы его продолжали узнавать, как, знаешь, такие певцы или группы, которые любят народ, должны выглядеть примерно так. Не обязательно, конечно, как он. Ну, я знаю здесь одно важное правило. Если ты хочешь, типа, быть вообще, типа, в тренде выше, тебе надо, или рэпером, тебе надо сделать тату на лице. Ну, Ни одного такое. Вообще нет чувака. Это не только в Аргентине сейчас, на самом деле, это всемирно. Но, да, здесь это популярно. Здесь это прям какой-то супер тренд, но тату на лице это must have. Да, очень хотя бы там бывает. Что-нибудь. А чем больше, тем лучше. Чаще. Пирсинги. Нет, я понимаю, что у меня тоже есть татуировки, но не на лице, понимаешь? Здесь вот там, типа, ты бьешь на лице, ты сразу такой, типа, я из Виши, там, я не знаю, какой-то показатель вот чего-то как будто. Да, но сейчас это, естественно, так популярно, что можно встретить человека, который не из Виши, и сделал такое. Да. Но тренд где зарождался, как бы? Да, конечно, здесь, естественно, нет на самом деле такого предвзятого здесь отношения к татуировкам, как есть в России, естественно. Конечно, здесь все супер с этим. Здесь, конечно, это намного популярнее, натурально всегда, но, естественно, на лице это не стандарт. То есть это действительно кто-то непростой себе сделает такую татуировку. А на госслужбу берут с татухами на лице? Нет, конечно. То есть в основном только если... Очень часто здесь бывают людей там на руках или в каком-то закрытом месте, но на лице нет, конечно. Ну, здесь на самом деле вот в аэропорту, когда я только первый раз приехал в Аргентину, меня сразу уже встречали на паспортном контроле люди с татуировками, молодые ребята, полностью. И мы такие, но не на лице. Ну, не на лице, да, мы такие, вот это свобода, да, в России, тебя даже на работу не взяли. Нет, здесь намного проще с этим. Финальный вопрос. Какой это уровень песни, вот полностью? Как ты его оценишь? Это уровень А2, Б1, потому что здесь используются прошедшие времена, вполне есть, почему я говорю Б1, есть части там, где используется субхунтиво. Чуть-чуть совсем. Но, в общем, вполне песня А2. Ну и финал финала, это вот где-то здесь есть промокод такой тукан появляется, такой
и говорит: чуваки, скидка на любые курсы в школе, там на офлайн, на онлайн, не знаю, на какие-то мероприятия. Короче, вводите ее. Как вы видите, у нас здесь ничего нет, ни вина, ни вина нет. Вот, и как бы нам грустно писать эти видео, так что давайте берем со скидкой и в следующий раз смотрим классные видосы веселее. С вами был Леонид и Соня. Чао. Nos vemos. Chao, chao.